Возле пляжа на камеру наблюдения заметили нечто, плывущее в воде. В шторм этот объект на воде виднеется в течение пару минут. Как вы можете заметить на данном видео, это нечто похожее на змею с длинным темным телом. Это нечто проплывает сквозь преграды, установленные для защиты от сильного шторма, и после того, как оно проплыло, исчезает под водой. Как вы думаете, что это было? Напишите в комментариях под видео. Призраки в туннелях. Те, кто находился рядом с туннелем, сообщали, что слышали множество звуков. Были зарегистрированы голоса, говорящие «вытащите меня», звук копания и даже визг колес локомотива. Очевидцы утверждают, что слышали шум, что никто не мог стоять. Двое других отправились на разведку и услышали стоны и крики боли, исходящие от стен. Самый храбрый из троих спросил вслух, что происходит. Он увидел призрака и услышал «уберите эту ужасную тяжесть с моего тела». Последовал первый ответ, прежде чем второй голос сказал: «Они пьют мою кровь». Следующее видео, которое увидите, не менее загадочное. Вы можете заметить, как женщина поправляет черепа, висящие для украшения на заборе. В какой-то момент один из черепов поворачивается в ее сторону. Если посмотреть внимательно, то вы можете увидеть, что череп поворачивается неестественно, очень медленно. Что это было? Проделки потустороннего? Или все-таки есть рациональное объяснение происходящему? С самого начала вокруг царила жуткая атмосфера, постоянно слышны были необъяснимые шорохи. Первый настоящий инцидент произошел, когда я находился в доме один. Я увидел, как на пол упала свеча. Затем ситуация лишь усугублялась. Я постоянно слышал шаги на верхнем этаже, а краны в туалетах включались сами собой. Друзья пытались как-то оправдать странные вещи до того момента, пока мужчина не увидел призрака своими глазами. По его словам, привидение двигалось по коридору прямо на него. Доказательства убедительны настолько, что со стороны кажется, будто все это сфабриковано. Но я уверяю вас, что это не так. Когда я зашел в комнату, я даже не заметил, что из-за угла выглянула чья-то голова. Только после просмотра видео я был не на шутку испуган. Что происходило дальше, привело меня в шоковое состояние. Друзья подсказали мне зажечь свечу и поставить ее в коридор, чтобы осветить проход. Я так и сделал, но что произошло дальше, вы можете увидеть сами. Поначалу со свечой не происходило ничего странного, но в какой-то момент что-то или кто-то резко подвинул эту свечу в сторону. No mames, 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 no mames. Группа американских охотников за привидениями решила, что ловить обычных призраков – удел неудачников.
Поэтому в 2022 году команда запустила на YouTube собственное документальное шоу, в рамках которого пыталась отыскать в США духов. Молодые люди были в ужасе буквально от всего происходящего. Их пугал вид здания снаружи, дыры в стенах и даже лестница в подвал, которые они почему-то сравнили с помещением из фильма «Техасская резня бензопилой». Однако уже скоро Сэм нашел реальный повод для паники. Сначала он услышал шум за спиной, а затем увидел на стене нарисованный баллончиком таинственный символ. Что это за демоническое дерьмо? Мужик, что это за сраный шум? Откуда взялся этот рисунок на стене? Его не было, когда мы проходили сюда. Я не знаю, что это за хрень, едва сдерживая ужас в голосе, спрашивал блогер у товарища по несчастью. Однако парни продолжили исследовать дом. Спустя несколько минут они услышали чьи-то шаги на лестнице над ними, поэтому перепугались и решили убежать из заброшенного жилища, не выключая камеру. Хотя блогеры даже близко не справились с челленджем, ролик набрал 4 миллиона просмотров и обеспечил каналу огромный прирост подписчиков. Как вы можете увидеть, блогер снимает помещение, как вдруг нечто толкает его с силой на спину. Если вы посмотрите в замедленном повторе, то вы увидите, как его напарник заснял падение друга. Тот падает на спину и сильно кричит от страха. После чего они убегают из заброшенного здания. Но самое странное в этом, что когда он поднял кофту, то увидел на его теле странный след от руки. Данное видео пришло нам из ТикТока. На нем молодая девушка разговаривает со своей сестрой. Но если приглядеться, позади нее промелькает чья-то тень. Но самое жуткое в этом, что комната позади нее пустая. В ней нет ни окон, ни дверей. Одна из подруг была не на шутку испуганна, когда, проснувшись, обнаружила свою подругу, стоящую впереди нее и смотрящую в одну точку. Подруга пытается разговаривать с ней, но та никак не реагирует. Мало кто знает, что сомнамбулизм протекает в двух формах – легкой и тяжелой. В тяжелый человек способен на сложные действия – готовить, вести автомобиль. При этом глаза у людей, хоть они и спят, часто открыты, а взгляд стеклянный. Жутковатая картина посреди ночи, не так ли? До 20 века считали, что лунные циклы влияют на психику человека. А еще раньше, будто люди с лунатизмом находятся в двух мирах – мире живых и мире мертвых. Вы когда-нибудь замечали промелькнувшую в комнате тень, как правило, только краем глаза, и исчезнувшую, как только вы повернули голову, чтобы посмотреть? Чаще всего вы забываете об увиденном через несколько мгновений и продолжаете заниматься своими делами. Но только задумайтесь об этом на минутку. И, вероятно, вы поймете, что видели подобные тени не единожды в жизни, а много-много раз, так же, как и миллионы других людей. Все больше и больше людей сомневаются, что это просто разыгравшееся воображение, и действительно, это отдельный феномен люди-тени. Так кто они, эти люди?
призраки, проекции из другого измерения, что-то из темного царства или вообще нечто совершенно другое. Всем интересно узнать, что же это, просто паранойя или усталость, или же действительно загадочные создания, скрывающиеся в царстве теней. Люди-тени были замечены в разных формах и размерах и часто описываются как блуждающие в тени. Иногда они воспринимаются как полноценные люди, хотя отдельные детали не очень похожи на человеческие. 不気味な女性、そして不穏な鳴き声はどんな関係があるというТемная сущность пробегает позади блогера. После просмотра данного видео, рассказывает блогер, он поверил в сверхъестественное. По словам мужчины, в этот момент никого в доме не было. Эта сущность двигается очень быстро, и только после того, как я просмотрел видео на маленькой скорости, я увидел эту сущность. Какое объяснение может быть тому, что качели сами по себе качаются с одной скоростью в течение 15 минут, причем соседняя качели стоит Есть 4 версии для объяснения наблюдаемого феномена. Номер 1. Это был фокус, иллюзион, который был специально подготовлен для удивления зрителей. Номер 2. Обман зрения. Вы были в неадекватном состоянии. Например, выпили. Номер 3. Если мироточат иконы и памятники, то качели сами по себе запросто могут качаться. Номер 4. Человек – невидимка. Покачался, да пошел себе домой.